Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание» с Натальей Волковой. Отдельный привет хочу передать спонсорам моего канала. Мне очень приятно, что вы решили меня поддержать. Итак, сегодня я вам хочу показать и рассказать, каким образом можно выполнить вот такой вот очень интересный и необычный кардиган спицами. Чуть позже я скажу точные размеры этого кардигана, чтобы вы уже знали, о чем идет речь. Но сразу хочу сказать, что это школьный вариант кардигана. Очень такая интересная, на мой взгляд, моделька, то есть с кармашком. Один кармашек я выполнила. Этот карман, он на пуговке, чтобы можно было что-то туда положить. Вязала я этот кардиган сверху вниз. При этом я вывязывала росток. То есть вот, если вы обратите внимание, у меня спинка, она немножечко повыше, чем вперед. Вот таким вот образом у меня выглядит изделие сзади. При этом я не могу сказать, что я использовала очень сложный узор. Нет, по рукавам у меня идет обычная чулочная гладь. И буквально вот идут небольшие, несложные ораны спереди до середины талии. И точно такие же ораны у меня идут по спинке. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. К низу идет небольшое расклешение данного кардигана. Причем у меня на канале уже есть несколько других видов кардиганов. Я вам оставлю фото этих работ. Возможно, вас что-либо заинтересует. Поэтому заходите, смотрите. Возможно, для вас эта информация будет интересной и полезной. А также я оставлю фото других своих работ в конце этого видео. Итак, теперь более подробно я хочу рассказать именно про эту модель. Мне очень понравился вот такой вот дизайн кардигана. Он необычный, на мой взгляд, достаточно красиво смотрится. Вязала, как я уже сказала, сверху вниз я этот кардиган полностью спицами выполняла. Совсем идет небольшая обвязка крючком, то есть вот по планочке, вот здесь вот по кармашкам. Значит, ну опять же, это совсем минимальная такая обвязка, и при этом я очень подробно показываю, каким образом я выполняла эту обвязку. Выполняла я эту модель, как я уже сказала, на подростковый размер, то есть это у меня школьный вариант кардигана. И перед выполнением работы я вам хочу сказать точные размеры. Итак, длина изделия у меня 63 сантиметра, длина рукава, именно отталкиваясь от горловины и до низа, это 58 сантиметров. Объем горловины в пределах 35 сантиметров и на обхват груди примерно 75 сантиметров. Теперь я вам хочу рассказать, каким образом вы при желании сможете увеличить данный кардиган, если мало ли вдруг вам понравится эта модель, но вам необходимо будет ее связать на больший размер. То есть, конечно же, в первую очередь вы должны отталкиваться от объема горловины, и вы можете набрать большее количество петель именно на горловину. Далее, следующее, что вы можете сделать для того, чтобы увеличить немножечко размер, это сразу после выполнения вот этой вот горловины сделать небольшие прибавочки вот в этих местах, там, где я начинаю вывязывать косичку, вот спереди у меня получается, и вот здесь вот сзади. То есть в этих местах вы можете сделать небольшие прибавочки скрещенной петлей, чтобы не было дырочек, и таким образом немножечко у вас изначально здесь будет больше участок, от которого вы потом пойдете, так сказать, вязать. Следующее, что вы можете сделать для увеличения размера кардигана, это, конечно же, провязать чуть больше участок, получается, от горловины и вот до участка, когда вы начнете вязать по отдельности перед и спинку. То есть таким образом вы сможете при желании немного увеличить размер данного кардигана. Это основные моменты, которые я вам хотела рассказать про данную модель, в частности ее размеры. Итак, начинаем. Итак, для работы я взяла бобинную пряжу, то есть это у меня полушерстяная пряжа, очень тоненькая, сложенная в несколько нитей. Я прекрасно понимаю, что далеко не все работают с бобинной пряжей, поэтому я сделала толщину пряжи примерно 250 метров на 100 грамм. Поэтому вы можете взять абсолютно любую пряжу, полушерсть, шерсть, что вам больше нравится, или даже акрил, если мало ли вдруг у вас чувствительная кожа. Из расчета 100 грамм 250 метров, и работать соответственно с этой пряжей. Также вам понадобятся спицы номер 4,
6. Я буду работать на круговых спицах, потому что мне просто так удобнее работать. Но вы можете в свою очередь взять обычные прямые спицы, если вам мало ли вдруг на них удобнее работать, или они у вас просто есть в наличии, так как кардиган я по кругу вязать не буду. Поэтому можно вязать обычными прямыми спицами. Также вам понадобятся пуговки. В моей ситуации я взяла вот такого вот темно-серого цвета пуговицы. Всего на мой кардиган ушло 11 пуговиц. Но опять же, это в моей ситуации. Если вы мало ли вдруг будете менять или размер, или длину кардигана, то нужно учитывать тот факт, что у вас и количество вот петель, и соответственно пуговок, они могут поменяться. Также при желании вы можете взять бирочку Handmade ручная работа, но это уже на ваше усмотрение, так как декор изделия это личное дело каждой вязальщицы. Итак, это основные материалы, которые вам понадобятся для вязания данного кардигана. Итак, начинаем. Итак, для начала работы я связала вот такую вот планочку, то есть это у меня будет идти вокруг горловины, так сказать, эта планка. Для этого я набрала на спице номер 4 75 петель и провязала буквально, получается, 22 ряда платочной вязки. При этом у меня получилась длина планочки где-то примерно около 37 сантиметров, а ширина вот здесь вот она около 6 сантиметров получилась планка. Но вы в свою очередь, конечно же, должны понимать, что возможно кому-то нравится горловина более высокая, кому-то, например, более низкая. То есть это вы должны самостоятельно уже смотреть и решать, что вам больше нравится. Также, если, например, вам нужен больший объем по горловине, возможно, есть смысл набрать чуть большее количество петель. То есть это вы также этот вопрос должны учитывать. И далее я буду распределять уже основной узор. Также я буду распределять участки, где я буду вывязывать в дальнейшем линию проймы. И я поставила маркеры. Сейчас я вам объясню, каким образом я это делала. Также я провяжу начальную работу именно над этим кардиганом. Покажу, каким образом я вывязываю росток, для того, чтобы кофточка более удобно сидела, так сказать. То есть для начала я поставила маркеры. То есть вот они у меня здесь стоят. Значит, сейчас я объясню, каким образом. Первый маркер я поставила через 8 петель. То есть это у меня будет первая планочка. Планочку с одной и со второй стороны я буду вязать платочной вязкой, точно так же, как я вязала горловину. Платочная вязка, если мало ли вдруг кто-то не знает, это когда в лицевом и в изнаночном ряду вяжутся только одни лицевые петли. То есть вот первый маркер у меня стоит после первых 8 петель. Это планочка. Далее я поставила следующий маркер. Это получается через 9 петель. И вот у меня получается первый маркер, на нем я буду вывязывать потом линию проймы, делать прибавочки. Следующий маркер я поставила через 14 петель. Это у меня будет первый рукав. Следующий маркер я поставила также через 14 петель. Это у меня будет спинка. Следующий маркер это я поставила также через 14 петель. Это у меня будет рукав. Далее следующий маркер я поставила через 8 петель. И вот до конца ряда у меня осталось также 8 петель. Возможно, у кого-то встанет вопрос, почему с одной стороны вот спереди на одной планочке у меня 8 петель, а с другой стороны вот здесь вот у меня 9 петель. Я таким образом сделала просто потому, что у меня было нечетное количество петель и не делилось напополам, получается вот здесь вот, чтобы сделать по 9 или по 8 петель. Поэтому с одной стороны я вот сделала 9 петелек на планочке передней, и со второй стороны у меня остаток 8 петель. Но в дальнейшем при вязании это, в принципе, заметно особо не будет. Итак, далее я буду вязать первый ряд, то есть я провяжу первый, получается, и второй ряд, при этом покажу, каким образом я буду делать прибавочки по линии проймы, и в следующем, получается, третьем ряду я начну вывязывать по спинке росток. Так, я вяжу первый ряд после вывязывания горловины. Для начала мне необходимо провязать первые 8 петель, то есть это у меня планочка. Для этого я снимаю первую кромочную петлю, и далее 7 петель я провязываю все петли лицевые. Вот у меня 7 петель лицевые. После этого я провязываю 2 изнаночные петли.
Далее после 2 изнаночных петель я провязываю 4 лицевые петли. Вот 4 лицевые петли. И далее из 2 следующих петель я вывязываю 3 петли. То есть я буду формировать линию реглана, то есть делать прибавочки. Получается, вот у меня, значит, стоит маркер с одной и со второй стороны вот этих вот 2 петельки. Я буду провязывать каждый раз 2 лицевые петли просто. А следующие 2 петли из следующих 2 петель я буду провязывать 3 петли. И таким образом я буду провязывать в каждом лицевом ряду, то есть прибавлять как бы петельки. В каждом изнаночном ряду я буду провязывать просто по рисунку, то есть изнаночные петли. Итак, вот у меня получается 3 петли до маркера. Я из 2 петель вывязываю 3 петли. Каким образом? 1 лицевая, накид, 1 лицевая. То есть вот таким вот образом. То есть у меня получается, что я из 2 провязала петель 3 петли. Таким образом я прибавила 1 петельку. Далее я провязываю 2 лицевые петли. Вот они будут у меня идти как бы центральные. И далее из следующих 2 петель я также буду провязывать 3 петли. То есть я их предварительно как бы повернула, просто чтобы покрасивее был рисунок. И из этих 2 петель также провязываю 3 петли, то есть 1 лицевая, накид, 1 лицевая, то есть вот таким вот образом. То есть вот так вот я буду каждый раз формировать линию реглана. Далее я провязываю, получается, 8 лицевых петель. Вот это у меня будет потом в дальнейшем рукав. Не довязываю буквально 3 петли. Точно так же из первых 2 петель я провязываю 3 петли, предварительно повернув их, как бы 1 лицевая, накид, 1 лицевая. То есть вот таким вот образом. 2 лицевые петли. Вот они у меня. И далее я также провязываю следующих 2 петель 3 петли. То есть 1 лицевая, накид, 1 лицевая, то есть вот таким вот образом. Далее у меня идут 8 лицевых петель. Вот 8 лицевых петель я провязала. Также не довязала я 3 петли. Провязываю из первых 2 петель 3, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 лицевые петли, и следующие также 2 петли я провязываю 3 из следующих 2, то есть 1 лицевая, накид, 1 лицевая, то есть вот таким вот образом. Далее до следующего маркера я также провязываю 8 лицевых петель. Вот 8 лицевых петель я провязала. 3 петли также я не довязываю до маркера. Провязываю из первых 2 петель 3, лицевая, накид, 1 лицевая, 2 лицевые петли. И из следующих 2 петель я также провязываю 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. Вот таким вот образом. И далее вот у меня получается участок, это идет у меня правая полочка. То есть последние 8 петель вместе с кромочной, это у меня будет платочная вязка. То есть я провязываю 3 лицевые петли, 2 изнаночные петли. И далее до конца ряда я провязываю 7 лицевых петель и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом у меня получается, я провязала первый ряд после именно горловины. Значит, при этом я начала уже формировать рисунок. Пока что я так думаю, что вам не особо понятно, каким образом этот рисунок формируется. То есть я чуть попозже его провяжу и более подробно вам объясню, каким образом, по какому принципу я его формировала. Но по моим задумкам на рукавах, то есть вот эти вот 2 участка, у меня будет идти просто чулочная вязка, то есть ничего сложного не будет.
а спереди и по спинке у меня будет формироваться небольшой узор из жгутов и небольшого такого несложного узора. То есть потом, когда я его уже провяжу более наглядно, я думаю, что вам будет все понятно, но пока я вот на начальном этапе объяснила, каким образом я распределяла петли. Итак, далее я буду вязать следующий изнаночный ряд. При этом не забываем также, что на этой планочке у нас периодически должны вывязываться петельки под пуговки. В следующем лицевом ряду я вам покажу, каким образом я вывязывала вот эту вот петлю, так как у меня уже как раз будет участок провязан, где я буду вывязывать следующую петельку, то есть я вам чуть попозже покажу, каким образом я ее вязала, эту петлю. Далее я поворачиваю работу и вяжу следующий изнаночный ряд. Вязать я его буду по рисунку, то есть каждый изнаночный ряд он будет вязаться по рисунку. То есть я снимаю первую кромочную петлю и провязываю 7 лицевых петель, то есть это планочка будет до маркера. Она всегда так будет вязаться, то есть вот лицевые петли. Далее у меня по рисунку также идут 2 лицевые петли. И далее практически до конца ряда, то есть вот до этого участка, где у меня также вывязывалось 2 изнаночные петли в лицевом ряду, то есть вот сейчас они у меня лицевые петли, я провязываю вот этот вот весь участок, все петли изнаночные. Итак, вот я провязала все петли изнаночные до этого участка, до 2 лицевых петель. Далее я провязываю 2 лицевые петли и до конца ряда, получается, провязываю следующие 7 петель также лицевыми. То есть это у меня пошла платочная вязка и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом. И далее в следующем ряду, то есть вот так вот у меня получается все с лицевой стороны. Далее в следующем ряду я буду вывязывать росток. То есть все-таки, как показывает практика, изделия, в которых вывязывается росток, они немножко более поудобнее в носке. Поэтому даже на детском изделии я его небольшой такой вот росточек вывяжу. Вязать я его буду следующим образом. Для начала мне необходимо провязать участок, получается, вот до 4 маркера от начала работы. То есть связать я его буду следующим образом. При этом я буду вывязывать также, не забываем продолжать вывязывать линию реглана. То есть я снимаю первую кромочную петлю, 7 лицевых петель, 7 лицевых петель. Далее у меня по рисунку идут 2 изнаночные петли. Далее я провязываю 5 уже лицевых петель. Вот 5 петель я провязала, и у меня остается также 3 петли до маркера, то есть вот он этот участок. С первых 2 петель я вывязываю 3, то есть 1 лицевая, накид, 1 лицевая. То есть вот я сделала очередную прибавочку по линии реглана, 2 лицевые петли, и из следующих 2 петель я также вывязываю 3, то есть 1 лицевая, накид, 1 лицевая, то есть вот так вот. И далее я вяжу 1 лицевые петли. Всего в общей сложности 10 петель. Вот я провязала 10 лицевых петель. Это у меня будет первый рукавчик. Не довязываю 3 петли до маркера. Вывязываю из первых 2 петель 3 петли. То есть 1 лицевая, накид, 1 лицевая. 2 лицевые петли. И из следующих 2 петель я также вывязываю 3. 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля. Вот таким вот образом. То есть, как видите, формируется линия у меня реглана, то есть прибавочки идут. И далее вот мы дошли до спинки, и я на спинке начну вывязывать росток. Росток буду вывязывать поворотными рядами. То есть для начала мне необходимо провязать 10 петель лицевыми. Вот я провязала 10 лицевых петель. Из следующих 2 петель я провязываю 3. И далее провязываю 2 лицевые петли. Вот они у меня 2 лицевые петли. После чего я поворачиваю работу. Вот я повернула. И вяжу в обратном направлении. То есть получается вот до этого участка.
Итак, я провязала в общей сложности 20 изнаночных петель, то есть вот у меня вот этот вот участок 20 изнаночных петель, после чего я поворачиваю работу таким вот образом, то есть как видите, я вяжу только участок, который у меня по спинке. И далее вяжу следующим образом: я снимаю первую кромочную петлю, провязываю одну лицевую петлю, следующие 2 петли я из 2 петель я вывязываю 3, то есть я делаю прибавочки по линии реглана, то есть вот таким вот образом. Далее я провязываю 12 лицевых петель, вот я провязала 12 лицевых петель, из следующих 2 петель я вывязываю 3 петли, 2 лицевые петли, вот они у меня. И далее из следующих 2 петель я вывязываю 3. 1, 2, 3 петли. Вот таким вот образом. И провязываю одну лицевую. То есть вот и получается у меня спинка. И на этой спинке я буду вывязала, как раз сформировала 2 линии реглана, то есть с одной и со второй стороны. И после этого я буду вязать поворотными рядами, то есть я поворачиваю работу и далее вяжу в обратном направлении, то есть все петли изнаночные. Таким вот образом я буду провязывать вот все петли изнаночные до вот этого участка, то есть это у меня получается там, где мы вывязывали линию реглана с лицевой стороны. Итак, я провязала в общей сложности 28 изнаночных петель, то есть вот таким вот образом, то есть вот общее количество петель, после чего я поворачиваю работу и начинаю вязать опять же лицевой ряд. При этом не забываем, что нам необходимо также вывязывать вот линию реглана. То есть я снимаю первую кромочную петлю, провязываю одну лицевую петлю, из следующих 2 петель я вывязываю 3. То есть так я буду вязать в каждом лицевом ряду, то есть вывязывать из 2 петель 3. 2 лицевые петли, из следующих 2 петель я также вывязываю 3 петли, лицевая, накид, лицевая, вот они. И далее я вяжу лицевые петли, получается, до следующего расширения. В общей этой сложности получается 12 лицевых петель. Вот я провязала 12 лицевых петель, из следующих 2 петель я вывязываю 3, не забываем это делать, 2 лицевые петли. Также из 2 петель я вывязываю 3. Таким вот образом. 2 лицевые петли. Далее я провязываю следующий. Вот у меня получается как бы как конец работы. Но я провязываю следующие еще 3 петли. 1, 2, 3. То есть вот таким вот образом у меня получается. Я поворачиваю работу и вяжу в обратном направлении. То есть у меня это получается все петли изнаночные. Довязываю до конца, то есть вот до сюда довязываю. И провязываю следующие 3 петли изнаночными. Итак, вот я провязала 35 петель от начала работы, то есть вот отсюда, это все петли я вязала изнаночными, после чего я провязываю еще со спицы со второй 3 петли, то есть все изнаночными, то есть вот таким вот образом у меня получается, то есть я как бы в конце каждого ряда делаю небольшие прибавочки, то есть добираю петли, после чего я поворачиваю работу, то есть вот с лицевой стороны у меня вот таким вот образом все выглядит, достаточно аккуратненько. И первую снимаю кромочную петлю и вяжу следующие, получается 5 петель лицевыми. То есть вот я провязала первые 5 петель лицевыми. Из следующих 2 петель я вывязываю 3. Лицевая, накид, лицевая. То есть также продолжаю вязать. 2 лицевые петли. Далее из следующих 2 петель я также вывязываю 3. Вот таким вот образом. И далее я вяжу лицевые петли, то есть вот это у меня участок спинка, то есть у меня в общей сложности получается 14 лицевых петель. Так вот я провязала 14 лицевых петель. Далее из 2 петель я вывязываю 3 петли, лицевая, накид, лицевая, вот они, 2 лицевые петли,
Из 2 петель вывязываю 3, лицевая накид, лицевая, вот таким вот образом. Далее у меня получается, я провязываю 6 лицевых петель, это у меня то, что на спице они, 6. Вот, то есть мы провязали все петельки, которые были у меня на спице, после чего я со второй вот этой спицы провязываю 2 петли. Вот таким вот образом. Поворачиваю работу и вяжу в обратном направлении, то есть получается по принципу, как я предыдущий изнаночный ряд провязываю, то есть я довязываю до конца, вот до сюда все петли изнаночные, и далее я провязываю следующие вот эти вот 2 петли также изнаночными, то есть вот еще раз показываю, это у меня окончание получается как бы ряда, я провязываю и прихватываю следующие 2 петли. Так, я провязала изнаночный ряд, то есть при этом не забываем, что последние 2 петельки вы должны взять со второй этой спицы дополнительные. У меня сейчас в общей сложности получилось 46 петель, все петельки я провязала изнаночными. После этого я поворачиваю работу и начинаю вязать в обратном направлении. То есть, как видите, здесь достаточно все аккуратненько получается, никаких дырок. То есть, вот таким вот образом у меня все это выглядит. Далее я начинаю вязать по точно такому же принципу, как я вязала и предыдущие ряды. То есть, я провязываю все петли лицевые, получается, до линии реглана. То есть вот я провязала первые петли лицевыми, дохожу, вот уже хорошо видно, сформирована у нас линия вот этого реглана, то есть уже даже не обязательно здесь вот считать петли, то есть вот вы дошли до этого участка, 2 центральные, это получается 2 петли я все время буду провязывать лицевыми, 2 петли до и 2 петли после, из них я каждый раз буду вывязывать в каждом лицевом ряду 3 петли. То есть вот я провязываю из 2 петель 3 петли, таким вот образом, 2 лицевые петли, и из следующих 2 петель я провязываю также 3 лицевые петли. Далее у меня получается 16 петель, я провязываю все петли лицевые, это до следующего расширения. Вот я провязала 16 лицевых петель. Далее из 2 петель я вывязываю 3 петли, 1 раз, 2 лицевые петли. Из следующих 2 петель я также вывязываю 3 петли. Вот второй раз, то есть это второе расширение по линии реглана. Далее до конца ряда я провязываю все петли лицевые, то есть это у меня получается, вот я провязала до конца ряда, вот он у меня закончился, и далее я провязываю следующие 2 лицевые петли. То есть вот я как бы добавила петелек, вот таким вот образом у меня выглядит. После чего я поворачиваю работу и вяжу в обратном направлении все петли изнаночные, дохожу до вот этого участка и прихватываю еще следующие 2 изнаночные петли. Итак, вот я провязала изнаночный ряд, всего в общей сложности у меня получилось 54 петли. Вот я провязала, после чего я поворачиваю работу и начинаю вязать следующий ряд. То есть вот как видите, у меня вывязывается уже вот такой вот небольшой росточек, но за счет него кофточка будет выглядеть намного более удобнее. Я провяжу еще буквально на 2 ряда, то есть 1 ряд до конца, 2 ряд до конца, и далее я уже начну вязать все абсолютно петли, то есть на этом уже росток у меня закончится. То есть далее я буду вязать следующим образом: я снимаю первую кромочную петлю, провязываю все петли лицевые, это получается до линии реглана, то есть я уже их в принципе не считаю, потому что видно этот уже участок, где вам необходимо делать прибавочки. То есть вот я провязала лицевые все петли, дошла вот до этого участка, где у меня идет прибавление. Из следующих 2 петель я вывязываю 3 петли, вот таким вот образом, 2 лицевые петли. Из следующих 2 петель я вывязываю также 3 петли. Я провязываю лицевые петли все до следующей линии реглана. Вот я провязала все петли лицевые. Из 2 петель провязываю 3 петли, 2 лицевые петли. Из 2 петель провязываю 3
лицевые петли. Далее до конца ряда я провязываю все петли лицевые. Так, вот я провязала все петли лицевые до конца ряда, после чего я провязываю следующие, получается, 2 лицевые петли. То есть вот таким вот образом у меня получается. Я поворачиваю, работаю. Далее я вяжу в обратном направлении по принципу так же, как я до этого вязала. То есть довязываю все петли до конца ряда и прихватываю вот этих вот 2 следующие петельки. Итак, я довязала уже полностью росток. Выглядит он у меня вот таким вот образом. За счет вывязывания этого ростка кофточка будет намного более удобно сидеть, не будет тянуть назад. Росток это очень даже удобно. В следующем ряду я буду провязывать уже все петли, получается, до конца. В следующем ряду я покажу, каким образом я вывязывала петельку, то есть вот такую вот маленькую аккуратную петельку. И также я уже в этом вот ряду, который я буду сейчас вязать, буду формировать центральный узор, который у меня будет располагаться на спинке. То есть это все я вам покажу, как я делала в данном ряду. Итак, вот я провязала, получается, изнаночный ряд. Сейчас еще покажу, чтобы мало ли вдруг всем все было понятно. То есть я провязала все петли изнаночные и плюс провязала следующие 2 петли, которые у меня были на спице. После этого я разворачиваю полотно и начинаю вязать уже в обратном направлении. То есть я снимаю первую кромочную петлю, провязываю все петли лицевые, это получается до линии реглана. Еще раз напоминаю, что на рукавах я не планирую вывязывать никаких узоров. То есть рукава у меня будут связаны просто чулочной вязкой. Итак, вот я провязала все петли лицевые. Уже все очень даже хорошо видно. То есть вот у меня сформированная линия получается реглана. То есть вот следующие 2 петельки я провязываю 2 из 2 петель 3. Лицевая накид. Лицевая, далее 2 лицевые петли, и из следующих 2 петель я также вывязываю 3 петли, лицевая, накид, лицевая. И далее вот у меня получается спинка, по центру этой спинки будет идти косичка. Итак, после того, как я вывязала из 2 петель 3 петли, я провязываю 2 изнаночные петли. 1, 2. Вот. Далее у меня будет идти небольшая косичка, которая будет состоять из 16 петель. То есть я беру дополнительную спицу, снимаю следующие 4 петли на дополнительную спицу. Далее я провязываю следующие 4 петли лицевыми. Все петли лицевые. Вот так вот. Далее провязываю 4 лицевые петли с дополнительной спицы, все петли провязываю лицевыми. 3, 4. Вот, полкосички я провязала, после чего я снимаю следующие 4 петли. Теперь у меня спица за работой, нить рабочая перед работой. Провязываю следующие 4 петли. Вот так вот. После чего провязываю 4 петли с дополнительной спицы. Три, 4. То есть вот таким вот образом у меня получилось все. После чего я провязываю 2 изнаночные петли. Две изнаночные. Следующие 2 петельки у меня идут, это я как раз из них провязываю 3, 2 лицевые петли, из 2 петель вывязываю 3, не забываем это делать в каждом лицевом ряду. То есть вот так вот у меня получается. Далее я вяжу все петли лицевые, получается, до следующей линии реглана. Вот получается, это я провязала петли, которые у меня были на спицах. И сразу у меня так получается, что я должна вывязывать из следующих 2 петель 3 петли. Лицевая, накид, лицевая. Вот таким вот образом. 2 лицевые петли. И опять же лицевая, накид, лицевая.
из 2-3 вывязываем вот таким вот образом. Далее у меня по рисунку идет 4 лицевые петли, 2 изнаночные петли, вот так вот. И вот у меня остается 8 петель. Это платочная вязка, на которой у меня будет идти планочка. Но в этом ряду я планирую делать пуговку. То есть пуговку я планирую вязать через каждых, получается, 18 рядов. То есть или 9 вот таких вот полосочек у меня получается. То есть в этом вот как раз ряду, да, мне необходимо делать петельку. Петлю я вывязываю следующим образом. То есть вот у меня 8 петель, это то, что я сказала, у меня планочка будет. Я провязываю 2 лицевые петли. Таким вот образом. Далее из следующих 2 петель я провязываю 1 петлю лицевую с наклоном вправо, делаю двойной накид, и следующие 2 петли я также провязываю 2 вместе лицевой, но единственное с наклоном влево. 1 лицевая и кромочная изнаночная. То есть вот таким вот образом я связала петельку. И в следующем в изнаночном ряду я вам покажу, как я провязывала вот эти вот петли, двойной накид, для того, чтобы петля потом не очень сильно вытягивалась. То есть я снимаю первую кромочную петлю, провязываю 2 лицевые петли, и вот у меня идет двойной накид. Я их провязываю, этот двойной накид, как бы за заднюю стенку. То есть у меня получается перекрещенные петельки. Вот 1, и за следующую заднюю стенку я провязываю вот таким вот образом второй накид. Далее вот у меня идут 3, получается, лицевые петли. Это закончилась планочка, которая у меня платочной вязкой. Далее 2 лицевые петли. Это у меня то, что по рисунку идет. И далее, получается, до конца весь этот ряд я буду вязать по рисунку. Это получается, что практически все петли у меня провязываются изнаночными. То есть я буду провязывать, но единственное, что не забываем. Сейчас я вам покажу, где у нас добавилась тут лицевая петля в изнаночном ряду. То есть это вот после косички вот здесь вот у меня будет 2 лицевые петли провязано. Далее вот идет 16 изнаночных петель, и также вот 2 лицевые петли, это после косички будет провязываться. Далее у меня все провязываются изнаночные петли, и вот здесь вот перед планочкой также не забываем, что по рисунку идут 2 лицевые петли. То есть по такому принципу я довязываю до конца ряда. Итак, вот я провязала, получается, до конца изнаночный ряд. То есть выглядит у меня вот таким вот образом. Вязала я его, этот ряд изнаночный, по рисунку. И далее я буду вязать уже за кадром. По принципу вязать буду, как я вам уже подробно все объяснила. То есть у меня получается в начале и в конце ряда это будет платочная вязка. Далее вот у меня в этих 4 местах я буду делать расширяющие вот эти вот из 2-3 провязывать петли в каждом лицевом ряду. То есть не забываем это делать. И также обязательно следим за тем, чтобы не пропустить, где необходимо делать петельку. То есть за этим тоже необходимо следить. В процессе прибавления петель за счет вот этих расширяющих вот элементов, которые я провязываю, у меня будет увеличиваться количество петель, и я буду формировать именно узор и рисунок, а именно узор-рисунок будет у меня идти только по спинке и вот по передней вот этой вот части. Пока на данный момент здесь слишком мало петель, поэтому я вам не могу показать, как я буду вязать вот этот вот рисунок. По плечам я планирую вязать просто обычную чулочную вязку, то есть по рукавам, то есть ничего здесь не усложнять. Поэтому я хочу сейчас какой-то период времени провязать за кадром, то есть после того, как я уже провяжу какой-то участок работы, я так думаю, что вам более понятно и наглядно будет уже, когда будет все провязано, объяснить, каким образом я что вязала, как у меня формировался основной узор, рисунок, а также я планирую на этот узор, который я буду вязать, он в принципе несложный, но тем не менее я планирую нарисовать схему, которую предоставлю вам в конце видео, и по ней вы также сможете работать. Поэтому далее я буду вязать за кадром и покажу вам через какой-то период времени, что у меня и как получается.
Итак, я провязала еще немного кардиган, то есть вот он у меня получился вот таким вот образом. За счет того, что я делала постепенные прибавочки вот здесь вот по линии по линии реглана, то есть у меня постепенно увеличивалось количество петель, и я начала вывязывать узор. То есть теперь я вам его могу показать именно в полном объеме, как он у меня выглядит. Это у меня был вот вперед, я вам показала. И вот таким вот образом у меня выглядит спинка. То есть я не делала очень сложный узор. То есть я выполнила обычную косичку, которая у меня состоит из 16 петель. Далее у меня идут 2 изнаночные петельки с одной, со второй стороны. И после чего вот идет 5 петель несложного абсолютно узора. То есть это сочетание чулочной вязки и вот буквально несколько рядочков платочной вязки. Я со своей стороны постараюсь все-таки вам сделать схему, нарисовать эту опять же схему, которую предоставлю в конце видео, чтобы вы могли по ней работать, если вам так будет удобно. Но узор сам по себе не сложный. То есть в общей сложности я провязала, получается, по линии вот здесь вот реглана я замеряла около 20 сантиметров. То есть это вот здесь вот вот здесь вот у меня вот этот участок около 20 сантиметров. Вы в свою очередь, конечно же, должны понимать, что вы периодически должны примерять кофточку на вашего ребенка, например, или на кого вы вяжете этот кардиган, и возможно вам понадобится провязать чуть длиннее этот участок или наоборот покороче. То есть это уже в зависимости от того, на какой размер вы будете его делать, а также с какой пряжей вы будете работать. То есть я периодически, примеряя данный кардиган, поняла, что в принципе мне вот этого расширения уже будет достаточно. И теперь я буду уже вязать по отдельности вперед и спинку, а также потом вывязывать рукава. На рукавах, то есть как я и говорила, я вяжу просто чулочной вязкой, то есть никакого усложняющего узора я по рукавам не пускала. Итак, первое, что необходимо сделать вам, это провязать вот до этого участка. То есть это у меня получается левая часть, левая планочка кардигана. То есть вот необходимо по рисунку провязать до линии реглана. Так вот получается, я провязала первую часть, вот эту полочку, провязала вот до этого участка. То есть я в этом именно ряду уже не вывязывала, не добавляла здесь петельки по линии реглана, то есть просто вязала их чулочной вязкой. И провязала, получается, линию реглана полностью. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. И далее я сняла остальные все петли, которые у меня были вот для рукава, рукав, который я вязала, на дополнительную спицу. Сняла вот до этого участка. То есть я также прихватила на линию реглана. То есть вот таким вот образом поближе вам показываю. То есть вот этот участок я буду уже вязать на спинку. И далее следующее, что необходимо вам сделать, это посчитать количество петель. И все-таки вот, по крайней мере, как я буду вязать, я постараюсь выйти на раппорт узора. То есть раппорт узора, чтобы он вот у меня выглядел вот таким вот образом, как у меня связана спинка. То есть это получается косички, и между ними 5 петелек вот таким вот несложным узором. То есть я подсчитала, сколько необходимо мне петель, то есть с учетом того, что вот после косички у меня должно идти 2 петли, это изнаночные петли. Далее следующие 5 петелек, это у меня будет идти несложный узор, 5 петель, и следующие 2 вот петли, они также у меня по рисунку пойдут изнаночными петлями. И также я сориентировалась вот по узору, который у меня идет спереди. То есть у меня получается, что здесь у меня 12 петель, и мне не хватает буквально 4 петли. Это для того, чтобы выйти именно на полный раппорт узора, чтобы у меня узор этот не сбился. Поэтому под линией вот здесь вот рукава, то есть под рукой, вот на этом участке, я буду добавлять дополнительные 4 петли. Опять же, сколько необходимо будет добавить вам, это вы уже должны посмотреть по ситуации. То есть вот я добавляю 1, 2, 3, 4. То есть вот таким вот образом я добавила 4 петли для того, чтобы выйти на основной узор. И далее я буду вязать уже, получается, спинку.
По рисунку я должна провязать следующие 2 петли, 2 изнаночные. Далее у меня идет 5 петель лицевых, это несложный узор. После чего я опять же провязываю 2 изнаночные петли, 1, 2. И далее я вяжу уже непосредственно по рисунку. То есть вот у меня идет далее косичка. Все петли вяжу лицевыми. То есть после этого, как я провяжу полностью спинку, вот этот участок, то есть я довяжу, получается, вот до этого места, прихвачу линию реглана, сниму следующие вот эти вот все петельки на дополнительную спицу вот до этого участка, то есть до линии реглана. И далее прибавлю также 4 петельки между спинкой и передом и начну вязать вот вторую полочку, а именно правую полочку. Не забываем, конечно же, периодически все-таки следить за вот петельками, потому что их необходимо делать через равные расстояния. Иногда можно про них забыть, и потом придется распускать полотно, соответственно, чтобы их сделать, эти петельки. Поэтому про петли не забываем, что их также необходимо вывязывать. И после того, как я таким образом перейду именно на вязание переда и спинки, я буду его вязать по рисунку, то есть продолжать вязать вот такие вот косички и несложные узоры. И через какой-то период времени, довязав до линии талии, я уже начну вязать немножко по-другому, но каким образом, это я вам все еще покажу дополнительно. Итак, на этом первая часть видео как связать красивый кардиган с аранами подошла к концу. Буквально на днях выйдет вторая заключительная часть видео МК, в которой я буду рассказывать, каким образом я уже довязывала этот кардиган, как я вязала рукава, а также как я вязала кармашек. Поэтому обязательно подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересной и полезной информации. Делимся данным видео со своими друзьями. Вдруг кто-то у вас также любит и умеет заниматься рукоделием. Также досматриваем это видео до конца, так как я буду показывать все свои работы, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК на моем канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, до новых встреч!